안녕하세요. Сегодня мы разберем очень полезную грамматику «으세요». С ее помощью вы сможете вежливо давать команды или просьбы. «으세요» добавляется к глаголу, когда вы хотите вежливо сказать собеседнику, что ему нужно сделать. Например, пожалуйста, закройте дверь, подойдите сюда, поднимитесь на второй этаж и тому подобное. В случае, если наш глагол заканчивается на «подчим», мы приписываем к нему «으세요». В случае же, если наш глагол не заканчивается на «подчим», мы приписываем «세요». Разберем это на примере. Вот глагол «닫다». В нем есть «подчим», значит, это получается «닫으세요». А с глаголом «가다», в котором нет подчима в конце глагола, получается «가세요». При использовании этой конструкции нужно обращать внимание на свою интонацию. Если мы ее будем делать мягкой, получится, что мы просим. А если мы немножечко приказным тоном разговаривать, то это получится уже приказ кому-либо. Поэтому обращайте внимание на свою интонацию, чтобы не казаться грубыми и не казаться, что вы приказываете, а просто вежливо просите собеседника сделать что-то. 으세요 и 주세요 отличаются друг от друга. 으세요 используется, когда мы даем команду или указание, например, в офисе, на улице, у врача. Но все равно это вежливо. А 주세요 это когда мы делаем просьбу. Например, в магазине. Вы можете сказать своему подопечному 해주세요, но также вы можете сделать 하세요. Но обязательно обращайте внимание на свою интонацию, чтобы это не звучало слишком грубо. Разберем эту конструкцию на примере. Представим ситуацию, что вы идете в больницу, но вы не знаете, на каком она этаже. Поэтому вы подходите к работнику в здании и спрашиваете, где больница. 병원이 어디에 있어요? И он вам отвечает. Больница на 3-м этаже, поднимитесь на 3-й этаж. Охранник может просто вам сказать 3층에 올라가요? Но это звучит очень грубо, очень непрофессионально. Поэтому охранник нам говорит 올라가세요. Вежливо говорит, что вы должны сделать, чтобы попасть в больницу. 3층에 올라가세요. Нет подчим, поэтому 세요. Вот еще одна ситуация. Вы пришли в больницу, и перед тем, как вас проверить, медсестра вам говорит: помойте руки. Она может вам сказать 손을 씻어요. Но это будет непонятно, что она говорит именно мне это сделать. Поэтому, чтобы сказать мне, что я должна помыть руки, эта медсестра использует конструкцию 세요. Предложение получается следующим. 손을 씻다 – это корень нашего глагола, и так как в нем есть подчим, мы добавляем 으세요. 손을 씻으세요. Помойте руки. Можете запомнить это как просьба-команда, но очень вежливая, которая не задевает чувства собеседника, а говорит ему, что он должен сделать. То есть, если вы скажете «가세요», это уже будет «уходите», но это ваша интонация показывает, что вы грубите. А если вы просто скажете «가세요», это означает, что вы можете идти, вы должны идти. Есть вот маленькая такая разница, и именно интонация решает, как ваш собеседник будет слышать вас. Теперь ваша очередь. Напишите в комментариях вежливую просьбу на корейском, используя 으세요. Вы можете написать любую просьбу мне или просто пример, который обычно встречается в нашей жизни. Теперь вы знаете, как вежливо просить что-то на корейском. Подписывайтесь на канал и встретимся в следующем уроке. 그럼 다음 시간에 만나요. 안녕!